Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Финляндия молниеносно поддержала санкции против Лукойла, и одна из крупнейших сетей АЗС в стране, ТБОИЛ, была отключена от банковских услуг, лишилась поставок топлива и готовит массовые увольнения сотрудников Финляндии. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, что это за ситуация такая интересная, когда из-за санкций против Лукойла страдают, собственно, собственные граждане Финляндии. Я думаю, ни для кого не секрет, что у нас значительная часть заправок, например, Shell на территории России превратились в заправки T-Boil. И ни для кого особо, наверное, я так думаю, не секрет, что, ну, как считается, эти заправки входят в большую группу Лукойла. Ну, есть T-Boil на территории Финляндии, но прежде чем мы перейдем к количественным некоторым показателям, я бы зачитал, я бы зачитал высказывание директора по маркетингу и коммуникациям T-Boil Тони Флинка. Новых поставок топлива не будет, а баки на автозаправочных станциях будут опустошены. В настоящее время на некоторых станциях уже закончились определенные сорта топлива, и количество таких станций увеличивается с каждым днем. Ну, выглядит как минимум странно. А странно это выглядит по довольно банальной причине. Если вы директор по коммуникациям, то в любой кризисной ситуации вы, по идее, если не стоит какая-то другая задача, должны выйти и сказать что-нибудь в стиле «ситуация управляемая, кризиса нет, мы ведем переговоры с нашими партнерами и надеемся на благополучное разрешение ситуации в ближайшие дни. Мы привержены всем высоким экологическим стандартам. Мы привержены нормам демократии и права. Мы обожаем Финляндию, кланяемся в ножки каждому нашему потребителю, каждого из которых мы обязуемся обеспечивать все так же качественным топливом, прекрасными сопутствующими товарами, как мы это делали всю историю нашу с 1934 года, а компания формально действует в Финляндии с 1934 года. Интересное было время для Финляндии, вообще для Европы. Ну да ладно, не в этом дело. А, Я тут добавлю, кстати, что по словам вот этого директора по коммуникациям, поставки топлива и платежные операции, значит, прекратились. Кроме того, это я тут по Интерфаксу цитирую, отмечают финские источники, что технически, ну хорошо, тут финские источники отмечают, что компания Neste, которая поставляет топливо на T-Boil, и банки уже прекратили платежные операции поставки топлива, хотя формально, да, действительно, можно было бы продолжать эти операции до 21 числа, так как до 21 ноября действует генеральная лицензия, выданная Минфином Соединенных Штатов на завершение всех необходимых операций. А тут мы наблюдаем какую-то странную реакцию со стороны директора по маркетингу и коммуникациям. Кстати, он еще и ответил на вопрос. Если T-Boil переживет кризис, сможет ли он продолжать работу под тем же именем и брендом? А он ответил следующее. На данный момент это не актуально. Либо этот человек профнепригоден, что, ну, вряд ли. Либо этот человек решает некоторую задачу, создания панических настроений в Финляндии по поводу действия и финских властей, и финских банков, и крупнейшего производителя нефтепродуктов на территории Финляндии, а также обладателя крупнейшей автозаправочной сети в Финляндии, ну и в целом в Прибалтике, то есть в этом вот скандинавском регионе, около скандинавском регионе. Это упоминавшаяся компания Neste. То есть, если эти высказывания директора по коммуникациям не попытка создать панику, то я даже не знаю, что в таком случае перед нами. Но еще раз, не будем сбрасывать со счетов тот факт, что человек, ну вот прям настолько расстроился, что профессионализм его покинул, и вместо рассказа о том, что, ребят, ну все будет хорошо, мы сейчас поработаем, мы постараемся, возьмем себя в руки, со всеми беседуем, со всеми говорим, кризис есть, но скоро его не будет,
Оставайтесь с нами, не переключайтесь. И все. Кстати, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на этот канал. И на мой личный телеграм-канал «Нефтегазовый град» тоже можно подписаться. Я даже буду настаивать. Что мы видим сейчас? Мы видим вот эту реакцию. Мы видим, что компания Neste, еще раз, крупнейший производитель нефтепродуктов, поставщик нефтепродуктов на АЗС, входящий в большую группу Лукойла, как считается, а также владелец крупнейшей сети автозаправочных станций, почему-то поторопился прекратить поставки топлива на вот эти вот АЗС. Если бы я был очень подозрительным человеком, я бы заподозрил, что, во-первых, компания Neste создает искусственный кризис вокруг конкурента. Да, условно конкурента, потому что в наше неспокойное время все довольно непросто, и вы можете на одном рынке, например, на московском рынке, есть масса заправок, которые как бы конкурируют друг с другом, но получают топливо с одного завода. И, кстати, среди конкурентов есть автозаправочные сети, принадлежащие этому, автозаправочная сеть, принадлежащая этому заводу. Ну вот в Финляндии также. Я уверен, что там действует какое-нибудь антимонопольное законодательство, которое не позволяет компании Neste просто взять и купить все автозаправочные станции. Поэтому, скажем, можно будет купить потом компанию автозаправки T-Boil, как пишут, их порядка 400 штук в Финляндии. Но персонал есть, опять же, как пишут у нас, на 80. Видимо, остальные автоматические. Ну, автоматический АЗС это, в общем, не какое-то нечеловеческое новшество, но это, в свою очередь, говорит о том, что АЗС, видимо, не очень большие. То есть есть порядка 80 довольно крупных АЗС, и основная часть АЗС, принадлежащих Тибойлу, это небольшие автозаправочные станции, работающие, ну, видимо, в таком автоматическом режиме. Если вы больше знакомы с финскими реалиями АЗС Лукойла, оговорка по Фрейду, Тибойла, напишите в комментариях, как это все выглядит. Я здесь могу заметить следующее. Будут ли конкуренты пытаться воспользоваться этой неприятной для Тибойла ситуацией для того, чтобы, ну, во-первых, максимизировать прибыль на своих заправках, ну, потому что заправки есть куда ехать. Если на Тибойле нету топлива, это же не значит, что топлива нет вообще нигде. Оно есть на заправках Neste, оно есть на заправках Shell, оно есть на других заправках, которые действуют на территории Финляндии. Ну, кто мешает поехать на эти заправки и заправиться? Ну, в конце концов, Финляндия это не какой-то невероятный рынок автобензинов и дизельного топлива, чтобы, знаете, прекращение поставок на одну из сетей вдруг неожиданно вызвало топливный коллапс по всей стране. Ну, нет, разумеется. Здесь в дальнейшем, я думаю, Тибойл вполне может продолжить работу под прежним брендом. Ну, можем ли мы себе представить, что какой-нибудь консорциум, не обязательно какая-то отдельная компания, тем более крупнейший какой-нибудь нефтепроизводитель в какой-нибудь Финляндии, взял да и купил эту сеть по бросовой цене? Нет, зачем? Это может сделать какой-нибудь консорциум. Это могут сделать какие-нибудь другие зарубежные компании. Ну, тем более Финляндия, несмотря на то, что не самый крупный рынок, но все-таки рынок. Рынок неплохой, рынок платежеспособный. Почему бы не воспользоваться этой ситуацией и не приобрести эти активы? И я бы, опять же, не переоценивал заявления, которые у нас пошли на некоторых телеграм-каналах, которые слышат звон, но не знают, где он, о том, что, ну, все, вступление в НАТО обещало в Финляндии рабочие места и процветание. А что же мы видим? Да увольнение, безработица, ай-яй-яй, все катится в тартарары. Да, разумеется, не надо и недооценивать кризисное положение ряда отраслей Финляндии, скажем, туристической и тех предприятий, которые исторически были связаны с Российской Федерацией, но и переоценивать тоже не надо. То есть, если речь идет о том, что на 80 заправках может быть уволен персонал, ну, вы меня простите, конечно, но давайте мы попробуем прикинуть, насколько большое количество людей может быть уволено. С одной стороны, прикинуть, сколько может быть уволено, а с другой стороны, дорогие друзья, давайте мы представим себе ситуацию, что действительно Тибойл на территории Финляндии, ну, оказался под повышенным давлением как раз-таки до завершения вот этой
до завершения действия генеральной лицензии, выданной Минфином США, то есть до 21 ноября, чтобы усилить переговорные позиции, ускорить выкуп, но после этого выкупа, который в той или иной форме произойдет, не может не произойти. Давайте так, я очень удивлюсь, если не произойдет. Так вот, если выкуп произойдет, то те люди, которые там работали, они сначала будут уволены, а потом будут приняты на работу в новое юрлицо, потому что, старое юрлицо, видимо, будет ликвидировано, а новое юрлицо появится на том же самом месте. Кстати, если вы проходили через такую интересную процедуру на прежних местах работы, можете написать в комментарии или поставить тихий, осторожный лайк. Либо здесь, либо в телеграм-канале Геоэнергетики Инфо. Можете поставить какой-нибудь экстравагантный там смайлик вроде банана или чего-нибудь такого. И завершая, я замечу следующее. Надо меньше позволять себе острых реакций на любые сообщения из сопредельных государств, где мы наблюдаем выкрики про кризис. Или надо меньше позволять себе попыток усмотреть кризис там, где есть просто противоборство двух, трех или большего количества игроков за некий лакомый кусочек, который эти игроки хотят получить. Возможно, тот дым, который мы наблюдаем, это дымовые шашки, а не пожар, о котором у нас начали почему-то трубить. Нет, пожара там, скорее всего, нет. Это дымовые шашки, которые обеспечивают дымовую завесу в непростой ситуации для Тибойла, в непростой ситуации для того же самого Лукойла. Опять же, Лукойл выстраивал свою политику, как подчеркивая, что он международная такая, транснациональная компания. И почему-то Лукойл был уверен, что ему удастся пропетлять. Прозрачные намеки, которые поступали из-за рубежа на протяжении последних 3 лет, оказались не просто намеками, не просто пугалками, а действительно реализовались в нечто существенное. И сейчас либо компании надо будет пересматривать свою долгосрочную стратегию, либо столкнуться с еще какими-то удивительными открытиями, которые уже были произведены ранее венесуэльской компанией нефтегазовой, у которой в 2019 году американцы украли активов на примерно 7 миллиардов долларов. Активы удобно располагались на территории Соединенных Штатов Америки. И по какой-то причине многие у нас думают, что они для Соединенных Штатов, для Европы не венесуэльцы. Дорогие друзья, может быть, я очень глубоко заблуждаюсь, но вы для них, для всех, точно такие же венесуэльцы. Это не попытка не обидеть Венесуэлу, это скорее попытка продемонстрировать несколько пренебрежительный взгляд на наши компании, даже если это очень богатые компании, если их возглавляют чудовищно богатые люди, даже если этим людям кажется, что они вошли в эти круги высокие, что просто наличие денег делает их равными людям, которые обладают деньгами там. Ситуация показывает, что нет, что вас равными не считали. Так выходит. На этом, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Кстати, ко мне на спонсор тоже можете подписаться. Я не только буду не против, я буду прям-таки за. Но на сегодня действительно все. Всего хорошего.